Новости робототехники номер 41. Август 2023. Привет! Каждый месяц я читаю десятки новостей робототехники и выбираю самые интересные. Подписывайтесь, чтобы следить за развитием технологий. В сегодняшней подборке роботы начали делиться знаниями друг с другом. Китайцы приступают к выпуску полноценного робота-сиделки. Роботизированные отряды для отправки на Луну и Марс. И другое. Роботы начали делиться знаниями друг с другом. Ученые из Университета Южной Калифорнии представили новое исследование, которое показывает, что искусственный интеллект может быстро освоить широкий спектр задач, обмениваясь знаниями с другими ИИ-агентами одновременно. Команда исследователей представила новый подход к машинному обучению, при котором ИИ-агенты непрерывно обучаются при встрече с новыми задачами, сохраняя знания о предыдущих. Калифорнийцы показали инструмент Skill, который помог ИИ освоить 102 различные задачи, такие как классификация 1000 автомобилей по модели, а также диагностика заболеваний по рентгеновским снимкам. Затем ИИ-агенты обменивались своими знаниями через децентрализованную сеть Skill, и в итоге все вместе овладели знаниями друг друга. Ученые считают, что в будущем это исследование может быть масштабировано до тысяч или миллионов задач, что позволит применять его в различных сферах жизни, например, в медицине, или привести к созданию расширенных цифровых и домашних помощников, которые будут предоставлять актуальную информацию в различных областях. Но мы-то знаем, к чему все идет. Skynet все ближе. Китайцы готовы к выпуску гуманоидного робота-сиделки. Китайская компания Fourier Intelligence готовится к выпуску гуманоидного робота GR1, который направлен на помощь пациентам больниц и жителям домов престарелых. Этот робот имеет высоту 165 см и весит 55 кг, способен развивать скорость ходьбы в 5 км в час. Его электроприводы обеспечивают 40 степеней свободы, что сравнимо с аналогичными роботами, такими как Tesla Optimus или Phoenix. Благодаря мощным электродвигателям GR1 способен поднимать вес до 50 кг, что близко к его собственной массе. GR1 обладает возможностью выполнять различные задачи, такие как сидение, прыжки, использование посуды и инструментов. Этот робот может стать полезным помощником по дому или помочь в реабилитационных программах. Однако основной упор компания Fourier Intelligence делает на сопровождение одиноких пожилых людей. Компания планирует выпустить 100 роботов GR1 к концу 2023 года, и это представляет интересное развитие в области гуманоидных роботов и их применения в медицинских и социальных сферах. Астронавты с МКС управляли роботами-аватарами на Земле. НАСА и немецкий аэрокосмический центр успешно провели эксперимент по дистанционному управлению роботами с МКС в рамках проекта Surface Avatar. В ходе эксперимента команда из 3 роботов действовала в полуавтономном режиме, а астронавт вмешивался только в крайних случаях для корректировки их действий. Эксперимент проходил на искусственном марсианском ландшафте, где роботы выполняли подготовительные работы перед прибытием людей на Марс. Гуманоидный робот Roland Justin разгрузил посадочный модуль, установил сейсмический датчик и прибор Interact Rover для наблюдения за местностью. Он также активировал робота Llama, предназначенного для научных исследований. Roland Justin управлялся через аватар оператором. На экран астронавта поступала информация, которую видел робот, а специальный джойстик с обратной связью позволял астронавту управлять роботом и ощущать предметы в его руках. Все задачи эксперимента команда роботов выполнила за несколько часов. Тем временем инженеры из швейцарской высшей технической школы Цюриха представили концепцию лунных исследователей, основанную на использовании автономных четвероногих роботов Animal, работающих в команде. Эти роботы уже продемонстрировали свои способности на испытательном полигоне, где успешно нашли и идентифицировали минералы на сложной поверхности, имитирующие лунную. Каждый робот специализируется на выполнении определенных задач
и одни и те же ключевые компоненты установлены на нескольких роботах, чтобы обеспечить возможность взаимозамены в случае выхода из строя одного из них. Это позволяет создание двух специализированных роботов и одного универсального. Чтобы отряд роботов оказался полноценней, инженеры также разрабатывают роботов на колесах и летающих дронов. Это позволит расширить возможности и сделать исследование лунной поверхности эффективным и продуктивным. Улицы Хельсинки подметает автономный робот-пылесос. Финская компания Trombia Technologies проводит успешные испытания робота-пылесоса на улицах Хельсинки. Эта машина спроектирована для автономной уборки улиц. Она оснащена лидарами и камерами, что позволяет избегать препятствий и безопасно передвигаться в городской среде. Trombia Free может достигать максимальной скорости до 10 км в час, однако во время работы на уборке она снижается до 2-6 км в час. Размеры робота составляют 3,5 метра в длину и 2,3 метра в ширину, что может увеличиваться до 3 метров с установкой дополнительных боковых щеток. Два варианта аккумуляторов обеспечивают работу на одной зарядке от 8,5 до 17 часов в зависимости от режима уборки. Окончательная стоимость робота пока не уточняется. Робот-пес сможет поддержать разговор на любом языке. Наконец-то кто-то догадался оснащать роботов возможностью общения. Компания Unitree из Китая представила нового робопса под названием Go 2, который обладает рядом значительных улучшений. У него более продвинутые спортивные возможности и способность поддерживать разговор с человеком, аналогично чат-ботам от OpenAI. Go 2 имеет компактные размеры, весит около 15 кг, его рост составляет примерно 40 см, а длина около 70 см. Его алюминиево-пластиковый корпус умеет нести значительную полезную нагрузку, которая может превышать половину его собственного веса. Робопес может работать до 2 часов без подзарядки и достигает максимальной скорости 12,6 км в час. Главным нововведением Go 2 стал встроенный речевой движок, который позволяет полноценно общаться с роботом на любом естественном языке. Теперь пользователи могут взаимодействовать с роботом, задавая ему вопросы и прося помощи. Go 2 даже способен генерировать код в ответ на словесные запросы, анализируя намерения пользователей и предлагая соответствующие решения. Цена робота стартует от $1600, что делает его более доступным по сравнению с аналогичными роботами, например, Spot от Boston Dynamics, стоимость которого составляет $75 000. Это были основные новости робототехники за август 2023. Самое важное о роботах, новости и обзоры размещены на сайте anthony.work. Посмотрите все выпуски, чтобы узнать о главных событиях робототехники последних 3 лет.